Итак, здравствуйте, дамы и господа. Ну вот и закончилось, в принципе, событие именем Легион. Не было меня 5 дней. За это время съездил, отдохнул. Вчера у меня стукнула круглая дата, 40 лет. Совсем уже старый. Ну а сегодня у нас магазин желаний. И, соответственно, будем сейчас выбирать героев, которые нам нужны. Ну и потом немножко в лигу поиграем. А все, что оставшееся от магазина желаний, я просто встрою в какое-нибудь видео. Не буду как таковое отдельное выпускать на него. То есть вот сейчас обсудим героев, ну и заодно откроем один разок. Так, получаем мы награды, такие по мелочи. Ну и пошли, собственно, в магазин желаний. Идем на выбор. Итак, из порядка. Из порядка на данный момент у меня нету. Это Дом жизни. Раз герой. Нету у меня, соответственно, Гриффиуса Небесного. 2 герой. Ну и все. Все остальные из порядка у меня герои есть. Переходим на природу. К сожалению, в Анакаури я не могу взять, а он мне нужен. Ну, обойдемся пока без него. Из природы у меня, соответственно, нет Анакаури. Нету Энлиль. Нету Лота, сеятеля спор. Также нету Снейка, принца ящера. Ну и все остальные герои у меня есть. Соответственно, из хаоса. Из хаоса. У меня нет Леди Медузы. И все. Все остальные есть. Ну, давайте тогда первый возьмем Леди Медузу. Закончим уже с хаосом. А из природы... А, вот еще у меня нету. Нет у меня еще Моргана. Но я, наверное, все-таки возьму Снейка. Хотел я тоже попробовать этого героя, но давайте его и выберем. А так, ну, повторюсь еще раз, кого можно взять новичку? Ну, во-первых, это, конечно же, как я всем и советую, это Шаамуна. То есть очень поможет сильный герой. На начальных уровнях вообще шикарно будет заходить. Также это может быть Риох, орудие возмездия. Ну и из таких, ну вот сейчас на данный момент, если вам еще потом на нее карточек нападает, можно брать Масуру. Хотя я ее не приветствую, я и не играю. Ну, хорошо зайдет Грейс. Это золотая шахта, это лига. В принципе, везде она хорошо себя показывает. Ну и, конечно же, и Остро. У кого эти герои нет, я советую брать Харона. Он вам очень сильно пригодится. Юстию. Ну и из порядка еще, если у вас все еще нету, это Легион. Также сильно поможет. Из природы, ну, неплохо помогает Худу в приключениях. Ну и, в принципе, в лиге тоже можно его использовать. Мне очень нравится Селтит, но это более уже такой опционный игрок. Герой, и поэтому не везде и не всем она зайдет. Из хаоса очень хорошие топовые действительно герои. Это, соответственно, Мертвый Лорд. Очень неплохо может помочь Красная Жрица. Ну, все остальные, ну вот Властелин Роя еще. Все остальные, опять же, такие более опциональные. Вот. Ну, а мы выбрали 2 героев. Это Снейк и Медуза. Я подтверждаю свой выбор. Ну и, соответственно, открываем даром. Что нам упадет? Ну, падает нам Снейк. Хорошо, новый герой получен. Все замечательно. Так, предлагают нам 55 карточек Масуры. Но нет, я не готов. Итак, разобрались мы с магазином желаний. Ну, теперь давайте немножко погоняем лигу. Как раз у меня тут
Есть несколько слотов. И вот здесь такая ситуация немножко двоякая. Как видите, у меня 1092 кубка из 1100. Я, в принципе, могу перейти в 9-ю лигу. Но я этого делать пока не хочу, потому что события для меня станут еще более сложными, а я и эти не могу закрыть. Вот. Поэтому пока что остаемся в 10-й лиге. Поэтому даже не играя, я просто сливаю сразу очки и потом уже начинаем как бы пытаться победить. Вот выпадает Джоливер. Ну, начнем тогда с Шаамуны. Прокачал я Шаамуну на 12 уровень. В принципе, такая неплохая она у меня получилась. Вот этот баг все еще действует визуально, что 2 раза он руны призывает. Так. Здесь я, наверное, даже и остров возьму, потому что у меня есть Мадам Агония. И кто бы сейчас не вышел, я смогу превратить 2 героев. Ага, Грейс. Ну, не убила, это главное. Все, они урон получили. Жалко, конечно, и остру, но что поделаешь. Превращаем. Атакуем. Ага, стрик вышел. Всех поубивал. Хорошо. Тогда ставим вот так вот. Закрываемся полностью. Он выпускает еще 2. Сейчас придется нам тяжко. Ну, мы немоту можем кинуть, конечно. Да, сейчас придется кидать немоту. Это однозначно. Да. Лечимся, кидаем немоту. И выпускаем Ореоха. Так, и вот здесь уже вопрос. Ну, давайте, наверное, тогда подморозим. Вот отлично. Легиона мы подморозили. 3 у него заморожены. В принципе, ну, это победа, да. Особо ему тут уже делать было нечего. Вы, кстати, заметили, что такое впечатление создается, что сейчас в лиге стало немножко проще играть. Ну вот мне, например, в 10-й, я опять же здесь сдамся, проще играть, чем раньше было. То есть я вот сейчас практически перешел в 9-ю. До этого я даже до половины не мог доползти, то есть той же самой 10-й лиги. Так, так. Что у него там есть? На что нам понадобится и остро? Ну, тяжело, конечно, будет, но я сейчас отдам и остру. Хорошо бы он сейчас Шаамуну, конечно, поставил бы. Но нет. Ну, тогда придется отдавать, потому что иначе это катастрофа будет. Посмотрим, кого он сейчас отдаст. Хорошо. Ну, конечно, могло бы быть и лучше, но сейчас мы можем, во всяком случае, Шаамуну поставить. Конечно, не очень удачно она зашла, но именно по камню. Ну, пока не будем никаких действий предпринимать. Да, он убивает этих. Пока все нормально. Пока все нормально. Кидаем немоту здесь. И ставим вот так вот. Сюда ставим Ореоха. Он уже свою немоту отдал. Здесь мы не беспокоимся, кристалл должен выстоять. Блин, вот. Сейчас пошла и остро, и сразу все стало грустно. И деваться нам тут уже особо некуда. Да. Сейчас мы будем умирать. На сколько там? Ну, на 60. Я даже тут думать не буду. У человека прокачано чуть получше, чем у меня. Ничего страшного. Вернем обратно свои позиции со временем. Даже если нет, я и расстраиваться сильно не буду. Все равно пока я в 9-ю не собираюсь. Ну, я понял. Тут сразу началось.
Так, тогда хилимся, ну и прикрываемся, соответственно, что тут делать. Есть у него, нету там. У него есть и острый, наверняка она сейчас выйдет, я просто в этом уверен. Ну, это просто вот, ну не знаю, как это назвать, короче. Ну, блин, нам даже сейчас ничего не сделать. 20-ник он наносит. Ну, сейчас немоту уже кинем. Будет чуть попроще. Хорошо. Все, кидаем немоту. И я думаю, кинем мы, наверное, заморозку. Хотя бы одного подморозить уже будет дело. Ну, дракон так дракон. Хотя лучше бы, может, даже и стрелка бы все-таки. Так, ну на это у нас есть своя и остра. Хотя и не сильно нам это помогает, да? Можно, наверное, даже вот так вот сыграть, чтобы не париться. Угу. Придется вот так вот тут делать. Придется делать вот так вот, чтобы они все получили урон. Я надеюсь, что это так и будет. И после этого мы их просто превратим в кристаллы всех. Да, нам сейчас это надо делать. Мы их всех превращаем в кристаллы. Но не добиваем, вот что плохо. Не добиваем. Сейчас ореха выпустим. Сейчас мы выпустим ореха, и тогда должны уже убить их. Да блин, опять не добиваем. Да что такое-то? У него нету там блока. Сфига ли так много-то получается? Сейчас посмотрим его кинотап. Сейчас мы их точно должны уже убить. Так. Давайте, наверное, даже вот так вот тогда закроемся. Блин, ну это трэш. Вот это трэш просто. Он не попал вообще в Шаамуну. Ни одним просто, ни одной плюхой. Это полный бред. 12 уровень опять же, блин. Ну, убили мы его, и чё? Ну, сейчас мне не помешало бы мадам Агония, на самом деле. Все заставлено двойными атаками, я вот даже не знаю, что уже здесь делать. Не своего... Блин, ну это капец. Вторая выходит, ну трэш, блин. Ну только вот так остается играть. Полностью шаамунами закрываться. Сейчас нам надо и остров выпускать. Каким-то раком. Да, выпускаем мы и остров. Что нам это дает? Ну, как бы в перспективе это, конечно, особо ничего, но с другой стороны... Блин, до единицы догнал. Мне срочно нужен... Ой-ой-ой-ой. Да, мадам Агония здесь заходит просто идеально. Мадам Агония здесь заходит идеально. Пока живем. Двойных атак у него не так много осталось. В принципе. Здесь это ничем ему особо не помогает.
Ставим вот так вот. Немножечко атаки раздадим. Бьет он нас быстрой смертью постоянно. Не забывает, как раньше. Давайте ореха поставим тогда. Здоровье у нас, в принципе, уже нормально. Ему нас особо нечем бить сейчас. Кого он тут может поставить? Но это не сильно ему помогает. Сейчас бы нам еще одну мадам Агонию, было бы вообще идеально. Ну, в принципе, довольно идеально, скажем так. Ну, все это победа должна быть. Нет, нет, еще один ход нам понадобится. Жесть, чуть-чуть не хватит. 4 хп осталось. Ну, сейчас добьем его тогда смертью этой, чтобы не мучиться уже. Нет, сам сдался. Ну, как-то вот так вот. Простояли мы, и то хорошо. Так, ставлю сундучок на открытие. Открываю этот. Пока отдыхал, особо возможности играть-то не было, поэтому по золоту я тоже немножко подпросел. У меня всего сейчас 2 миллиона. 2 миллиона 24 там, тысячи вроде. Вот, забираем 30 изумрудиков еще. И здесь у нас какие-то наградки небольшие. Да, эпики. Ну, давайте эпики заберем. Пока только легендарки трогать не буду, а эпики можно и забрать. И 500 какого-нибудь давай нужного. Ну, так. Так, поехали дальше. Доиграем уже бои. Так, 37 можно пытаться победить. Ну, вот такие уже тут тоже противники. Иногда легкие, иногда попадаются вот такие вот противники. 16 тысяч мощь. Что он забыл в этой лиге, я как бы, ну, скажем так, не совсем понимаю, что он тут делает. Вот опять это вот. Бесит на самом деле этот баг визуальный, двухкратный. У него вот так вот. Окей. Окей. Так, ну убить-то мы, наверное, не убьем. Ну, можно вот так вот, в принципе, сыграть. Я понял. А сколько у него в оригинале здоровья? 59. 59 здоровья. Ну, давайте вот так вот тогда пока. Потом, если что, мы можем кинуть и остров. Это как бы не очень страшно. Сейчас мы можем, во-первых, еще и немота у нас в загашнике и хилка. Нормально. Тогда хилимся. И отдаем и остров, получается. Так, а как бы ее еще отдать бы так, чтобы она выжила бы? Давайте вот так вот тогда. Главное, чтобы остров сейчас выжила. И тогда все будет. Ну, практически все. Чики-пуки. Так, отлично. Кидаем камни. И ставим вот так вот. Ну и сейчас будем пытаться что-то придумать. Не знаю, конечно, что у нас получится. Но если долго мучиться, то что-нибудь получится. Ну вот это хреново, конечно. По сотке хилится только так, и нас еще и не хилит при этом. Вообще, блин, охренеть. Ну хотя бы добили, и то радует.
Хотя бы добили. По 126 мы ему влупили. И что он сейчас будет делать, вопрос? Ага. Ясно. Ну, тогда давайте вот так вот. Попробуем, во всяком случае, пробиться. Ну, чуть-чуть не добиваем мы его. Чуть-чуть совсем осталось. Сейчас доделаем это. Не страшно. Вообще ни разу. Ну и тут можно ход пропустить. Вот так, в принципе. Можно и таких складывать. Так. Сейчас нам нужно, по идее, проиграть тогда. Да, мы сейчас проиграем. И потом уже будем опять возвращать наши позиции. Колода вот эта, которую я сейчас играю, в принципе, хорошо подходит для 10 лиги. То есть, ну, даже по такой мощи, около там 12 тысяч. То есть, в принципе, Мадам Агония сюда зашла вообще на ура. То есть, если у вас есть возможность, то первыми ставите, конечно же, его острую. Ну и потом в ход идет Мадам Агония. И у противника все поле в кристаллах. Так, давайте вот так вот начнем. Ага, я понял тебя, дружище. Давай тогда тебя заморозим. Пока что. Ну, вот сейчас уже не жалко и остру отдать. Сейчас уже не жалко и остру отдать. Этого мы убиваем, этого мы замораживаем. Ну, это тут я просчитался, потому что здесь он дал, получается, двойной урон еще. Ладно. Ладно. Шоколадно. Немату я пока кидать не буду, опять же. Пока вычищаем и замораживаем его. Да, с нематой это я, с промахом это я пропустил. Выпускал же он его. Так, ну вот сейчас уже можно и немату дать. В принципе, вот так вот сыграть. На двойном уроне. Оставить ему 30 хп. Ну и сейчас ему надо либо этого убивать. Ну, он сдается. Здесь уже вилка была. Без вариантов. Так, получаем сундучок. Сейчас нужно нам, по идее, сейчас можно было бы побеждать, спокойно переходить в 9-ю лигу, но я сдамся. Пока я туда не собираюсь. Да и плюс там 2 сундучка же дадут. Их можно преспокойно оставить под события. Поэтому не будем спешить переходить в эту лигу. Всегда успеем. Блин, уже прям глаза мозолит, когда он второй раз начинает кастовать эти руны. Почему-то сразу начинает казаться, что он реально сейчас их поставит. Так, давайте попробуем немножечко ему здоровья дать. Вот, хотя бы разок сработало на него, уже неплохо. И вот этот баг с мертвячком, он тоже то есть, то нет. Так. Ну, давайте вот так вот тогда пока. Пока что подморозим. Если что, у нас всегда будут варианты на то, чтобы превратить его. Так, эти умрут сами. Ну да, там уже очень жесткие отравы пошли. Все. Сотку мы наносим. Этих мы... Так, а вот сейчас, наверное, все-таки стоит. Кидаем немоту, да. Прикрываем нашего, соответственно, господина. Кого он подморозит. Ну, неплохо. Ну, и это победа. Нет, это поражение. Да. Где-то я обшибся. Это называется, заговорился, заболтался и не видел ничего вокруг. Поэтому и слился. Так. Ну, неплохо, но как бы и... Да хрен его знает, короче. Ну вот что я тут должен сделать? Ну, могу я вот так вот сыграть. Кого он заморозил? Ну, Грейс заморозил, но это ненадолго. У него Грейс прокачана лучше.
У него легион отлично прокачанный. И вот что мне тут делать, я уже хрен его знает. Сдамся просто, да и все. Здесь не завезло абсолютно. Вышла Грейс под прикрытием, убивать нечем, ну и стало все печально. Биг Секси. Здесь могут идти и такие линейки поражений. Бывало, я скатывался там и на 500 очков вниз, на 500 кубков. Ну, потом возвращался. В принципе, посидеть, поиграть там не так долго и вернуться спокойно. Ну, давай. Отлично. Спокойно сейчас этих превратим. Вот этим тоже хороша. Вот и все. 4 кристалла. Вместо Масуры. Пошел цветочек. Не страшно. Есть и остро. Стоит ли ее сейчас выпускать? Наверное, стоит. Да. Не хочу я тут мучиться. Ждать, что что-нибудь получится. Если что, отдадим общую немоту. Сейчас мы все равно сможем и подморозить, если что, и еще что-то. Ну, такое. Вот, может, конечно, и не стоило и остру отдавать, но... Что сделано, уже то сделано. Ну, неплохо. Неплохо. Заморозка сработала. На сколько травит-то? На 10. Ну, на 10, так на 10. Можно, в принципе, вообще вот так вот сыграть. Тоже не так плохо. Камушки пошли. Атаку копим. Ага. Ну, а вот сейчас уже надо отдавать немоту. Я так думаю. Или можно поставить еще одну Шаамуну. Попробуем вот так вот. Пока. Не страшно абсолютно. Нет, своего пока не хочется превращать. Так, он уже оживал. Соответственно, можно поставить вот так вот. Немота у нас все еще есть. Хилка у нас все еще в руке. Ну все сами себя тут поубивали уже. Так, мы дадим... Да, приземлим их маленько. И опять же попробуем накопить атаку. Раз. Два. Разогналась уже. Ну, значит, победа. 7 атак уже есть. Автовин. Ну и все. Чистое поле, чистая победа. Так, ну и давайте крайний раз победим и будем заканчивать этот выпуск. Здесь так я ничего придумывать особо не стал. Просто немножко магазина желаний, ну и просто поиграть в лигах. Давно я не играл, поэтому надо возвращаться. Выпускаем Мертвого Лорда. Отличный герой. Отличный. Даже на самой начальной стадии великолепный герой. Всегда вам пригодится в любой ситуации. То есть нет для него преград, нет для него там шаамуны, не шаамуны и прочее, и прочее. Ему плевать на это вообще абсолютно. Так, по 8 он травит. Давайте вот так вот попробуем. Немножко атаки может получится дать. Да. Даем немного атаки. Мертвый лорд живет. Ореох живет. Призывает он вампира. Ага, и Чупакабрас. Ну, на этот счет у нас
Проблем тоже не будет. У нас есть и остро. Превращаем. И могучий Чупакабра становится не страшнее дворовой собаки. Так. Можно даже вот так вот сделать. Дать дополнительные руны. Она получила 7 атак. Все, это победа. Ну вот, собственно, вот так вот играется на данный момент в 10-й лиге этой колодой. Не могу сказать, что плохо. Вот такой выпуск небольшой получился. Ну, кому будет полезно, магазин желаний. Смотрите предыдущие выпуски. Там есть лайфхак, как открыть 4 попытки, соответственно, в магазине желаний. Ну, а я на этом буду заканчивать. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Ну и все. Я говорю вам пока-пока. Пока.